Здоров, это ЧД. И в этом выпуске рубрики Safe Room у нас в гостях Александра Зотова. Девушка, которая подарила внешность Джилл Валентайн. Александра, здравствуйте. Привет. В первую очередь, Александра, хотел бы тебя поблагодарить от лица всех фанатов Resident Evil, ну и в первую очередь от меня самого лично, за то, что ты пошла навстречу к нам и предоставила возможность взять у тебя интервью. Все-таки не каждый день, да, так сказать, наша землячка дает внешность культовым персонажам во вселенной Resident Evil, либо вообще каких-то культовых играх. Что вдвойне приятнее, потому что можно поговорить на русском языке. Я сейчас буду засыпать тебя кучей вопросов, и хотелось бы получить кучу ответов. В первую очередь, цель этого интервью все-таки поближе познакомиться, потому что скоро будет у нас релиз игры, и хотелось бы узнать непосредственно тебя не именно как человека, подарившего внешность, понятное дело, это вот так уже все знают, а именно, что ты за человек, что ты за, так сказать, русская Джилл. Итак, Александра, давай начнем с самого начала. В одном из интервью на Love Radio ты как-то сказала, что все началось, твоя именно модельная карьера, с 14 лет. Что тебя нашел агент, точнее он с тобой связался. 14 лет, это в каком-то классе было в школе? Не помнишь? В 8-м, 9-м, 7-м? Так, сейчас пытаюсь вспомнить. Это, наверное, был 9 класс, да. 9 класс. Слушай, вот, ну как бы я далек от модельного бизнеса и вообще от всей этой как бы сферы деятельности. Неужели так всегда происходит, что вот агент связывается, ищет именно будущую модель, чуть ли там не с раннего возраста? Или это был какой-то определенный случай? Или бывает по-разному, бывает, что из взрослых набирает, допустим, находит? И как вообще? Почему именно за столько лет? Ну, бывает вообще по-разному, особенно сейчас. Но вот в то время пытались как-то среди очень там подрастающих девочек находить. А с чем это связано? То есть, получается, они же понимают прекрасно, что ты сейчас учишься, да? Что потом, возможно, еще, скорее всего, пойдешь там после школы еще одно образование получать. И на протяжении этого времени как? Ты тоже уже работаешь как модель? Или тебя к чему-то готовят? Или дают какое-то задание, мол, через 5 лет ты должна будешь делать то-то, то-то, то-то? И как вообще? Для чего так рано соединяются? Ну, почему именно так рано? Не знаю. Может быть, потому что легче из девочки что-то слепить, в том плане, что как-то... Ну, спрос, с другой стороны, на молодые лица большой, наверное, был тогда. Тебя уже с 14 лет приглашали поработать моделью? Или все-таки как бы это просто заранее тебя отметили, вот теперь ты будешь с нами через 5 лет работать? Или как это было? Нет, меня были готовы взять сразу же на работу. Единственное, мои родители попрепятствовали. Они всегда делали упор на мое обучение. И я в первую свою поездку поехала в 15 лет, и то я поехала только когда были летние каникулы. Мне кажется, что берут как можно младше девочек, потому что очень большой... Ну вот если взяли в 14, то к 20 она может очень большую карьеру сделать в модели. Ну то есть она может стать звездой в модельном бизнесе. А если ты, допустим, со стороны агента, если ты возьмешь девочку, которая закончила школу, ей лет 18, очень маленький процент того, что она успеет к 20 сделать какую-то очень крупную работу и стать известной, и там, приносить тебе очень... Что значит карьеру? То есть, ну, в спорте, например, я понимаю, что это, да? Ты тренируешься с детства, набиваешь себе скилл-навык для того, чтобы уже там, в возрасте, там, скажем так, от 18 лет до 25 выдать по максимуму на крупных каких-то соревнованиях международных, ну, или там внутреннерегионных, как бы, ну, сделать на этом карьеру, заработать и уже там к 30 годам уйти в тренеры. В модельном бизнесе то же самое, что ли, получается? В модельном бизнесе ты, безусловно, какие-то навыки приобретаешь, но это все равно очень разнится со спортсменами. Здесь больше, наверное, то, что какие связи ты приобретаешь, какие ты контракты приобретаешь, в том плане, что есть же всем известные марки, допустим, там Dior, Chanel, ну, известные. То есть их все знают, даже тот, кто далек от мира моды. Луи Виттон, да. И то есть они же котируются, они... Ну, это престижно. И то есть, если тебя где-то там заметили,
ну, значит, тебя замечают и все остальные. У тебя автоматически поднимается рейт, цена за твою работу. Там, тебя начинают публиковать во всевозможных журналах, то есть выше уровня там какого. Получается, вот у вас у модели есть, например, какая-то база с рейтингом, что ли? Так вот, например, я, не знаю, там, владелец Louis Vuitton, агент, точнее, да, от них какой-то, и вот я захожу в эту базу и смотрю там таблицу рейтингов моделей, так что ли получается? Ну, есть, конечно, такая условно база, есть сайт Models.com, там, в принципе, все известные модели, я не знаю, сами зарегистрированы, их регистрируют. Короче, там можно найти всех моделей, посмотреть, какие работы они делали, крупные, некрупные, кампейны, показы. Но вообще клиенту это особо не надо. Клиент нанимает кастинг-директора, и кастинг-директор уже сам знает. То есть он вот в этом во всем роется, он смотрит инстаграмы. Ну, как бы мало кто сейчас заходит на этот Models.com, это так чисто, знаешь, как доска почета, можно сказать. А так, в принципе, это все решается в каких-то мессенджерах, каких-то соцсетях, и есть определенный набор кастинг-директоров, которые вот, ну, в модельном мире их много кто знает. То есть и среди них получается круг таких известных, которые, то есть, если у тебя есть с ними связи, то ты можешь быть спокоен за свою карьеру. Типа того, есть вот определенные кастинг-директора, которых вот нанимают самые крупные бренды. И то есть этих кастинг-директоров, безусловно, знают девочки-модели, потому что они очень хотят попасть на эти кастинги, которые они устраивают, чтобы их заприметили, чтобы им дали эту работу. Это как бы звучит, наверное, очень легко, то что, а что там выбрать красивую девочку? Тебе же нужно еще разбираться там, вот создал дизайнер какую-то коллекцию одежды, и есть под эту коллекцию там целая философия, целый концепт. Очень много девочек, очень по-разному все выглядят. То есть есть классическая красота, есть какая-то очень инопланетная. И вот им нужно проделать работу и вот набрать под вписывающиеся в коллекцию вот там несколько моделей. Получается, в модельном бизнесе недостаточно быть идеально красивым. Вообще недостаточно. В модельном бизнесе тебе мало иметь идеальные там пропорции, которые нужны именно. Ну, в модельном бизнесе ценятся супер худые. Ну, то есть супер худые и супер высокие. Я высокая, но я не могу быть супер худой. Ну, то есть, в принципе, где-то... Стой, подожди. Супер худая? То есть ты сейчас не супер худая, хочешь так сказать? Нет, у меня просто здоровый вид. У тебя 182 сантиметра рост... Да. И 60 килограммов вес, да, или сколько там? Ну, 63. 63. Ты понимаешь, что, ну, вот, не в обиду сказано, но это параметры близко к дистрофии, по факту. В реальном мире. А модели, которые пользуются популярностью на неделях моды и которые там... 45 должны весить, что ли? Ну, я не знаю, сколько они... Это не важно, сколько они весят, там главные параметры. Судят по бедрам. Бедра не должны быть больше 90. Ну, то есть 60-90 это бред, но вот именно что касается бедер, они должны быть меньше 90. По мне получается, что имея рост 182, даже 60 килограмм это мало. Для девушки. То есть настолько жесток, что... Нет, я себя не считаю толстой, я себя считаю нормальной. Нет, ты пипец какая не толстая на самом деле. Но для модели... Я бы даже тебя подкормил бы еще, как бы. Ну, вот такие правила в модельном бизнесе. Скажи мне, пожалуйста, как на тот момент, в 14 лет, когда ты пришла домой, или как вообще это произошло, а родители об этом узнали одновременно, либо ты пришла и им сказала, а меня выбрали в модель, или как вообще это произошло? Тогда еще очень популярностью пользовалась социальная сеть ВКонтакте, и мне там написал агент. И, ну, в итоге как-то мы договорились, что давайте встретимся. Я ему дала ясно понять, что мы будем встречаться только с родителями. Он сказал, да, вообще без проблем. У нас состоялась встреча, приехал представитель моего первого, получается, агентства из Парижа. Мы встретились, мы были с моей мамой и с тетей. Тот день, когда ты сообщил родителям, меня там хотят как модель, допустим, попробовать. Что вообще родители, как отреагировали? Не сказали, например, может, это какой-то лохотрон, и тебя сейчас какой-то, не знаю, маньяк там вообще сейчас хочет... Ну, вообще, они как бы прямым текстом, по-моему, не говорили, я уж точно не помню, но опасения были страшные. То есть, ну, у меня агент, вот мой первый агент,
он большую работу, я ему очень благодарна за это, большую работу провел с моими родителями. То есть он с ними беседовал постоянно. Когда ты пришла в школу, как отнеслись к этому твои одноклассницы? Были ли, может быть, среди них такие, которые, ну, было чувство, что, может, завидовали, хотели как-то позлорадствовать, или ты не говорила? Я не говорила никому. Ну, у меня было вот в школе 2 подруги, они знали. А больше я до 3 курса скрывала, что я модель. То есть русская Джилл у нас получается очень скромной. Ну, это... Я не знаю, ты обладаешь скромностью. Делаете. Ну, в общем, я до 20 лет я это скрывала, а потом подумала, да пошли все в жопу. Ну, почти скромный. Какой у тебя был характер, ну, не то что по жизни, ну, начнем даже вот со школьного времени. Как правило, да, в детском саду-то, понятное дело, мы там все по-разному ведем. Ты какая была вообще в школе? Заводила? Средняя такая, как бы, ну, вроде бы, и можешь и завести в случае необходимости, и тихая, спокойная, или вообще скромная, там, всегда там в стороне, и наблюдала со стороны за всем происходящим? Ну, наверное, что-то среднее, потому что я вот в незнакомой обстановке, у меня даже сейчас, во взрослом возрасте, у меня есть такой период адаптации, то, что... Стеснительность какая-то, да, такая? Ну, мне почему-то кажется, что это у всех так. Короче, вообще, в принципе, заводила со своими особенно. Ну, то есть там почередить в школе любила, там что-то подпевать, какую-то фигню делать. Вот. Но понятно, что с незнакомыми моей маме все, когда приходили, она парикмахер, и в маленьком поселке. И, получается, все приходили и говорили, какой Саша ангел. И мама всегда молчала и вздыхала. Да, знали бы вы этого ангела, да? Так как я. Приблизительно так она и думала. Ты окончила школу. Я, конечно, все понимаю, что у нас в России самые прибыльные предприятия это там, где, да, газ, нефть, где все качают, сосут из земли. Как так получилось, что ты пошла на факультет, на инженерный факультет в газовую отрасль, нефтегазовую отрасль? Ну, мне после школы, на самом деле, у меня не было вообще представления, куда идти. Я училась, в принципе, нормально, ну, там, на 4-5. Мне одинаково хорошо давалось как литература, так и физика с химией. Вот. И, ну, в классе, наверное, в 10-м, как нормальные родители, мне мои сказали, что, ну, давай уже готовиться, там, репетиторов каких-то, что будешь сдавать. Ну, я что-то как-то особо без пристрастий пошла по пути меньшего сопротивления. Родители, ну, как бы посоветовали, они никогда не прессовали меня, они говорят, ну, вот, не хочешь? Они, наверное, тоже так думали, что у нас нефтегазовая сфера, она как-то более прибыльная. Ну, и в целях обеспечения лучшей жизни дочери, наверное, они, ну, это было в качестве совета, не прессовали они никогда. Ну, и я пошла, и... То есть, подразмыслив так мозгами, я сказал, а почему бы и нет? А почему бы не инженером? Я до сих пор искренне считаю, что это так несправедливо у ребенка в 17 лет спрашивать, 17-18 лет спрашивать, а чем ты хочешь заниматься всю жизнь. Вот я сейчас начала, наверное, ну, я не знаю, год, ну, полгода назад понимать, чем бы я хотела всю жизнь заниматься, что мне действительно приносит удовольствие. И это прошло почти 10 лет с момента, как я закончила школу. Мне 34 года, да, разница в 10 лет. И вот если сейчас мне скажут, выбирай любой факультет, любой институт в мире, на кого ты бы хотел отучиться, кем бы ты по жизни себя хотел бы видеть? И я не знаю до сих пор. Мои родители говорили, вот отучишься, потом катайся куда хочешь. Собственно, ну, мы так и договорились, я так и сделала. В каком ты городе училась? Где вообще ты училась? Первое образование в Москве, в Губкинском университете, а потом магистратуру в Ставрополе закончила. Я закончила вот год назад магистратуру, да, в феврале. Что вообще у тебя с игровым опытом? Я понимаю, что, например, если опираться на свой личный опыт, все мои и одноклассницы, и в студенческие годы знакомые девчонки, они не всегда особо были пристрастны к видеоиграм, буквально, может, единицы. Это сейчас стало нормой, что чуть ли там не каждая вторая девчонка там хорошо шарит за игры, играет и так далее. Был ли у тебя опыт там, в школьные времена, в студенческие года, попытка поиграть в видеоигры?
Ну, попытки у меня были. Я помню, что у меня у соседа и у моего одноклассника был компьютер, он раньше появился, чем у меня. Первая моя игра, мне кажется, как раз от моего одноклассника. Я ее скачала или что-то, когда у меня появился компьютер. У него, может, попробовала поиграть. Diablo 2 было, по-моему, что-то такое. Это, получается, сколько тебе было лет, когда ты поиграла в первую игру Diablo 2? Ну, прям конкретно я не помню. Может, плюс-минус. От 10 до 12, наверное, мне кажется. Ну, неплохой на самом деле опыт для первой игры Diablo 2, а сколько примерно ты часов его наиграла там, или это было там раз попробовала и все, или... Ну, мне кажется, как-то я заигрывалась, может, часа на 3, ну, честно, не помню, ну, было как-то, ну, прям вот чтобы... Прям четко этот период я не помню, врать не буду. А в будущем, когда уже появились телефоны, где можно на Android все скачать, там всякие игрушки, как бы... Вот. Или по жизни ты вот, например, как большинство, как бы, девушек, которые не пристрастны к видеоиграм, по принципу есть, поиграю, нету, ну, ничего страшного, как бы найду чем себя занять. Ну, на телефон... Нет, у меня нет ни одной игры на телефоне. Чем ты вообще, ну, может, занималась? Был какое-то хобби интересное для тебя? Там, не знаю, там, волейбол походить, не знаю, там, порисовать, пошить. Ну, у меня, наверное, это был интернет, когда он появился. То есть ты приходишь со школы, ты садишься перед компьютером, и ты переписываешься со всеми теми, с кем ты, в принципе, вот только что виделся. Скажи, пожалуйста, а вот модельный бизнес, ну, точнее, твоя работа моделью, там есть моменты, от которых ты неимоверно получаешь удовольствие? Я не говорю сейчас за перелеты и в том плане, что там смотреть на новые города. Я вообще не люблю. Я ненавижу. Это просто вообще каторга. Нет, а вот когда ты прибываешь в новые города посмотреть, или ты уже на них на всех настолько насмотрелась, что уже как-то какого-то такого экстаза, там, интереса к ним не проявляешь? Для тебя это обыденно, как, например, мне сейчас сесть и поехать в Москву, приехать, и что есть Москва, что нет Москвы. Ну, знаешь, я стараюсь, в поездках я себя стараюсь заставлять там куда-то выходить, что-то смотреть, если я там, допустим, в первый раз где что-то не увидела, что-то еще очень много всего можно посмотреть. Но не исключаю, что иногда бывает лень, и ты думаешь, ты еще здесь типа недели 3 будешь точно, и ты успеешь, а сейчас пока сериальчик там новый какой-нибудь посмотреть, такое тоже бывает. Но в целом я стараюсь смотреть настолько много, насколько я могу. Там какие-то знаковые места я обязательно посещаю. Если это там в новых прям городах, я год назад только в Афинах была. Ну, то есть я посчитала, что это будет прям позор, если я там не схожу, не посмотрю на Акрополь и всякое такое. Какой у модели график? Ну, допустим, у меня простой, там, 2/2, у знакомых там 8/5. У модели есть какой-то график? Выходные, отпуски? Нету. Может быть, что ты приедешь, и ты будешь каждый день работать, типа, вообще без продуха. А можешь приехать, и у тебя может быть вообще не быть работы. Один из стереотипов, я очень долго смеялась, когда ты можешь приехать в какую-то страну, и у тебя реально за месяц может быть одна работа. А то, что ты там ходишь по музеям, и люди смотрят то, что ты, в Париже. У тебя все вообще классно, что ты там прибедняешься. Ты там, небось, просто живешь в дорогущих отелях. Мне как-то девочка написала, знакомая, ой, Саш, привет. Я говорю, привет. Она там, как дела, туда-сюда. Я говорю, вот только из Парижа прилетела. Домой вернулась. Она говорит, ой, а когда тогда в следующий раз? Я говорю, не знаю, там, как контракт будет, я поеду. Ой, зови нас в следующий раз, мы к тебе приедем. А я еще думаю, а куда вы ко мне приедете? Я, то есть, я живу в модельных апартаментах. Со мной живут еще 5 девочек. Куда вы собрались ко мне приезжать? Она говорит, ой, а я думала, что ты живешь в отеле там шикарном. Я говорю, да. В смысле, я бы не отказалась. В 5-звездочных президентских апартаментах и так далее. Реально, люди же реально так думают. И совершенно верно, даже я так думал, что когда модель куда-то прилетает, то вокруг нее как минимум бегает 5 человек, во всем ее обслуживают, там, ты понимаешь. На самом деле ты живешь там 6, еще 5 девочек с тобой, это окей. Я жила в квартире, где было 9 девочек. Условия нормальные, там, не то, что, знаешь, мы спали на полу.
какая еще реальность? То, что ты ходишь и собираешь все по желтым ценникам в магазине, сам себе готовишь еду, по ресторанам ты не ходишь, потому что тебе не хватает карманных денег ходить туда. Ну, то есть, если ты там один раз в неделю сходишь, то это прям хорошо. Вот. Это все другая сторона медали. Там нет таких больших денег, как принято приписывать этому всему. Но возможность посмотреть мир, мне кажется, она все перекрывает. Стереотипы разрушила жестко сейчас мои, прям пипец. Я не катаюсь на всяких там Бентли, у меня нету личных пажей, и я не живу в шикарных отелях. Я летаю эконом-классом, я добираюсь сама там на общественном транспорте из аэропорта, тащу эти чемоданы, покупаю всякие себе продукты по акции, что еще. Да даже когда деньги появляются, не знаю, наверное, просто я им цену знаю, у меня нет такого пойти и все потратить. В одном из интервью, когда ты говорила по поводу того, что тебе позвонил твой агент в прошедшем времени, именно касаясь кастинга, касаемо именно Resident Evil, то есть сейчас ты с этим агентом уже не работаешь? Или так вот чисто по старой дружбе, по знакомству, или как это так получилось, что он с тобой связался, если он с тобой уже не работает? Не, на тот момент мы работали, а, собственно, разошлись уже после. На момент, когда... Когда была работа съемка для Resident Evil, мы тогда работали, и там, спустя какое-то время мы перестали. А ты с этим агентом давно, вообще долго проработала, или у тебя агенты меняются довольно часто, как бы? Ну, не часто, но я уже 3 поменял за 11 лет, я считаю, что это немного. Тебе тогда твой бывший агент сказал, что поступил запрос из японского модельного агентства, я правильно понял? А скажи, пожалуйста, это японское модельное агентство Capcom туда тоже обратилось с запросом, или это их какое-то агентство? Ну, я так подозреваю, я не знаю, честно, нюансов, но как я вижу эту историю, что Capcom обратились вот в японское агентство, а японское агентство вышло уже на мое материнское. Ну, мне просто всегда было интересно, есть ли у Capcom какое-то свое агентство, которое... Они же часто актеров подбирают на свои игры, поэтому... Ну, возможно, у них есть какой-то кастинг-директор. Ты говорила, что проходила кастинг и было 600 претенденток на роль Джилл. Ну, на внешность Джилл, да? Как именно проходил кастинг? Это были задания или условия определенные? Был ли это дистанционный кастинг, или же необходимо было летать в Японию, и сколько было всего этапов кастинга? Этапов было, по-моему, 2. На первом этапе просто, мне кажется, выбрали по внешности, там, по портфолио, есть же у каждой модели портфолио. Вот. А затем уже из более маленького количества они по заданию выбирали. Они делали задание, и нужно было подготовить фото и видеоматериал на эту тему и отправить его. Дистанционный фото. А что за видео было? А видео просто там надо было эмоции показывать. То есть оно такое... Ну, там, без сюжета, просто ты вертишься, это отчасти как бы многие агенты это просят видео, когда для любой съемки. О каких эмоциях шла речь? Ты, может, стояла там, кривлялась, там, злобу показывала, либо радость, или как мимику, да? А скажи мне, пожалуйста, насколько, ты вот участвовал там в кастинге по принципу, окей, выиграю, там, не выиграю, ничего страшного, у меня, в принципе, работы и так полно. Насколько тебе это было важно, побывать именно в такой роли, чтобы понимать, это первый раз у тебя такой подобный опыт, давай свою внешность в видеоиграх? Ну, как и ко всякой работе, я отношусь ответственно, там, понятно, что запрос был интересный очень, и когда мне сказали, что это Япония, я однозначно там перестала. Я просто, я не знаю, это было, да, интересно. Видеоигры сказали, что это для видеоигры, как это делается. Понятно, что я тогда вообще ничего не знала. Просто, окей, да, я сделаю, интересно.
А когда ты узнала, что ты подходишь как бы на эту роль, что тебя выбрали, как бы тебе еще до того, как ты туда полетела, как бы тебе сам интерес вызывал именно, как это все будет происходить, как с тебя будут делать скан, Да. как бы опыт новый, как бы, Но да, я понимала, получается. что это не, как это сказать, не обычная модельная работа, то есть там это необычная съемка, как бы там для журнала, для какого-то, не знаю, рекламы. Я подозревала, что это будет, но мне же ничего не сказали, как это будет проходить. Я так понимаю, на момент, когда тебя выбрали прототипом для Джилл Валентайн, об игре, как ты уже это озвучивал на дожде, знала только в основном из фильма. И то, что это какая-то видеоигра. До кастинга, либо до съемок, после съемок у тебя были попытки как-то более глубоко нагуглить и узнать непосредственно Джилл не так именно как с фильма, а именно саму игру. То есть кто такая Джилл именно из самой игры? Ну, я этим начала интересоваться. Я же не знала, какую героиню я буду. То есть ты, получается, до полета в Японию даже не знала, какая роль будет у тебя именно Джилл, не Джилл там или еще кого-нибудь из женских ролей, допустим, да? Это было очень секретно. Ты отправляла портфолио, не зная, что ты станешь Джилл. Не знаю. Но проявлять интерес именно, что это за видеоигра, ты уже после съемок стала или до съемок? Я даже не знала, что это за игра. Даже не знала, что это за игра будет. Ага. Да. Хорошо, вопрос следующий. После съемок, когда ты уже знала, что ты дала внешность Джилл, тебе, кстати, об этом там сказали? Или ты узнала от агента, или как, что ты будешь Джилл именно? Мне написали из Капкома. Из Капкома? Сказали, что вышел... Мне написали 12 декабря, сказали, что вот вышел трейлер игры первый. Посмотри на себя саму, да? Хочешь ли ты посмотреть, они у меня спросили. Я говорю, ну, конечно, хочу, я столько этого ждала. И я посмотрела. И ты сразу узнала из ролика, что Джилл это ты? Или они написали, что ты Джилл именно будешь там, или нет? Я из ролика не поняла, что конкретно это за игра, потому что, он был... Я знаю «Обитель зла» фильм. Угу. Наш, в смысле наш, на русский переведенный. Перевод, да, как «Обитель зла». Да. И я, в принципе, я его смотрела в детстве, там вот первые части, которые отдаленно, смутно, где-то как-то натыкалась на информацию, что это снято по какой-то игре. И все. На этом все мои знания заканчивались. И, собственно, когда я показала вот этот, у меня мои друзья в окружении, они знали, что я работала в Японии для видеоигры. И, я начала всем показывать то, что вот, наконец-то вышел там долгожданный проект. И мне друг говорит, а ты типа в курсе, для чего ты вообще снялась? Я говорю, а что такое? Я говорю, в принципе, похоже, говорю. Вот, он говорит, это типа Resident Evil. Я говорю, у меня что-то вот такое вот где-то на слуху, вот что-то есть, но я не помню. А друг, который тебе это сказал, он хорошо знает игры, да? Он играет, но вот конкретно в это он не играл. Получается, Capcom, когда тебе скинула ролик, они не особо не объясняли тебе, что в ролике будет главный персонаж Джилл Валентайн, и мы именно скан делали для нее. То есть так там же из ролика понятно, что это главная героиня. Но я уже потом, наверное, начала читать. То есть ты себя узнала сразу? Да. В каких-то моментах не один в один, наверное, так и не должно быть. Там кто-то говорит, что да вот не похоже. Цель же была не скопировать, а, наверное, как прототип сделать. Цель однозначно прототип, мимику лица, чтобы это была не мертвая какая-то оболочка, где накидываешь все эти эмоции, потому что сейчас намного все технологичнее, чтобы более живой вышел персонаж. Поэтому могут быть изменения даже в очертаниях лица какие-то, и это норма. Там... кстати, мне кажется, достаточно похоже. Они даже мои родственники... Если вам одну и ту же прическу накинуть, с чем мы баловались через Photoshop, там сходство колоссальный, так что... Да? Да. Я думаю, как-то, я не знаю, может какой-то парик найти. Все-таки меня просят фанаты сделать косплей. Я постараюсь с этим заняться. Я тебя правильно понял, что на момент съемки ты не знала ничего практически о Resident Evil. До съемки практически ничего не знала. И мы сейчас не берем во внимание фильм Resident Evil. И узнала ты о том, что ты будешь прототипом Джилл.
аж только после съемки, аж только после того, когда Capcom тебе скинул видеоролик. Настал тот день, когда ты полетела в Японию. Что это был за месяц, день, число? Ну, в большей степени, конечно, интересует месяц и год. Но про год я не могу сказать, мне кажется, это на технику, на технический вопрос, как это может Capcom наложиться. Ага, то есть год может быть... Ну, это, типа, да? сколько они это готовили, наверное. Нет, они не скрывают, они уже дали информацию, что они готовили ее параллельно с Resident Evil 2 ремейком и уже более 2,5 лет ведут работу. То есть эту информацию они дали, кстати, сразу же после первого трейлера было интервью с разработчиками. Как бы. 2,5 года назад. Примерно 2,5 года назад? Нифига себе. То есть получается, ты 2,5 года не знала, кем ты будешь? Ну, то есть я уже, в принципе, я практически забыла. Они мне обещали сказать, они мне сказали, что... Ну, так как все было секретно, я говорю, ребят, ну, типа, ну, а когда хоть ждать? Я говорю, ну, вы мне скажете, по-любому потеряется это все, вы меня там... Ну, тем более я на тот момент уже приблизительно знала, что я буду расставаться со своим агентом, и... Я боялась, что просто тупо до меня не дойдет информация, когда выйдет эта игра и пройдет мимо меня. А мне говорили, что нет, мимо тебя это не пройдет, тебя найдут фанаты этой игры, тебе будут интервью, а я еще такая... Я говорю, чего? Какие? Ну, типа, что вы придумываете? Какие интервью? Тебя, типа, будут все искать, тебе просто там, ну, к тебе такое внимание, столько интервью, я думаю, ладно. Это тогда, 2,5 года назад, тебе сотрудники Capcom так рассказывали, да, как бы, что не переживай, поверь мне, тебя... Ты точно не пропустишь премьеру. Тебя достанут из-под земли, как бы, да? Да. Типа, я думаю, ну как вот можно меня вот найти, вот, и типа вообще кому это надо? Ну, думаю, ну ладно, окей. Ну, наверное, просто потому что я не знакома была на тот момент с миром геймеров. То есть я не знала, что, ну, насколько там люди в это все погружены, насколько они Ты прям... не представляешь, горят насколько мы погружены и насколько мы можем из маленькой ниточки вытащить все просто-напросто. Да я уже посмотрела все эти, ну не все, но я такое количество пересмотрела обзоров. Я просто, когда разбирали там на паузу, мне кажется, даже твой обзор, когда на паузу скриншоты, и вот это где-то... Я просто посмотрела, окей, ну типа там Немезис, он страшненький, там что-то, короче, какой-то костюм, а это очертания. А вы посмотрите на его зубы, а форма зубов, и там вот это все. Я думаю, боже ты мой, это же насколько... Я тебе так скажу, когда у фанатов заходит дело именно у фанатов именно их игры, да, то мы готовы до релиза игры, а уж тем более после релиза игры, просто достать такую лупу, короче, и все там вот так для нас каждое. Почему? Потому что любая информация может дать скрытый посыл от разработчиков, намек на будущие проекты и так далее, и так далее. Да и просто как бы, когда еще следующая часть выйдет? Серьезно классно то, что они вам этот какое-то сообщение закладывают, а и вы это просто, типа, знаешь, как какой-то квест, и вы это находите. Когда вышел трейлер, я начала на Ютубе смотреть, типа, есть же что-то еще, там Ютуб тебе предлагает. И, наверное, второе-третье видео, которое я посмотрела, это была твоя реакция. И я подумала, боже, ну, типа, это что-то вообще, наверное, такое, когда ты плакал. Я думаю, блин, это где я снялась вообще? Ну и потом как бы информация, она добавлялась. Я читала там по сюжету, я читала там когда, какой год эти игры. Я тебе так скажу, эта игра вызывает эмоции у многих, как бы, и поверь мне, очень много кто в личку писал о своих эмоциях со слезами, мужики, которым уже давно даже за 50, как бы. Эта игра вызывает слезы не то, что там именно из-за своей истории, там какой-то третья часть, именно непосредственно третья часть, она как бы, тем более еще времена были тогда такие, как бы в России не самые такие простые, 90-е, как бы, и в совокупе всех этих событий, плюс воспоминания этой игры, она там, большинство мужиков там неравнодушных как бы оставляет, тем более фанатов, еще раз говорю, этой серии. А тут просто никто не ожидал на 100%, они так преподнесли. Тут еще что сыграло роль? То, что они-то сначала показали свой онлайн-проект, который многие захейтили, а потом бах, как бы, где этот онлайн-проект, начинается кадр как бы третьего ремейка, и начинаешь понимать, что третий ремейк, и наворачивается аж прям сразу. Ну, Capcom в этом плане красавцы, потому что они необычно как бы таким значимым проектом был пиар.
То есть ты вроде бы ждешь, вот сейчас должна быть информация о ремейке. Бах, ее нету. Когда ты уже особо не ждешь, или ты думаешь, вот на вот это мероприятие, ну это же будет круто, оно большое, они бах, и вот в таком формате это все преподносят, да еще и пасхалочку оставили в начале всего мероприятия в виде сэндвича плавающего, а это мем такой с первой части, Джилл Сэндвич, как бы. Мы уже ребята в Инстаграме делали, они мне объяснили. Ну, то есть я очень много информации от фанатов получаю, то есть там кто-то, ну вот публика прекрасная, ну вот честно, без преувеличений. Ребята из Бразилии, у них там целый, они паблик какой-то ведут, они мне вот написали такую идею, что вот они хотят приготовить Джилл сэндвич, записать это на видео, и у меня спрашивали рецепт, какой мне, ну, типа, какой я для себя готовлю, мой любимый. Ничего себе, слушай. И это так классно, они, то есть, ну, я им все написала там, они собрались в квартире, они это все делали, там их человека 4 было, они это все записывали на видео, мне параллельно присылали видео, то, что вот мы сегодня наконец-таки собрались, мы сегодня снимаем, там, когда смонтируем, мы тебе пришлем. Ну и то есть какая-то вот прям реально, как будто вот семья, это вот правда семья такая, Resident Evil. Была ли ты в головном офисе Capcom? А, кстати, что это был за город? Это была Осака, и я подозреваю, что я была как раз-таки в головном офисе. Ты говорила опять же на дожде, что там было чуть ли не как в шпионском фильме. Накинули капюшон на голову, отвезли на машине с другой стороны этого же здания или соседнего, или как получается? То есть как далеко тебя отвезли? Примерно. Нет, так, там, плюс-минус. Нет, недалеко. Мы с агентом приехали на машине на его, он меня привез. Потом я пересела в другую машину, и мы буквально там, наверное, круг сделали вокруг этого здания, и вот как-то на парковку, что ли, заехали. По-моему, как-то так было. Сколько часов примерно длилось вот это вот все, когда с тебя сканировали, на прибытие там внутри, вот именно в том месте, где ты с капюшоном зашла? Или, может быть, минут, или часов, или несколько дней туда приезжала там? Ну, сколько по времени не могу сказать, но в пределах одного дня. В пределах одного дня, то есть одного дня уложились, окей. А такой еще вопрос. В контракте в твоем, либо в договоренности предусмотрено, например, такой момент, что спустя какое-то время определенное, там, после релиза, ты можешь абсолютно отвечать на все вопросы или все раскрывать, или есть моменты, которые вообще уже никогда нельзя раскрывать? Ну, и есть, да, моменты, которые не надо. Я сейчас не про финансы денежные, я именно вот с технической Не про стороны. денежные. Ну, как это все... Если Capcom сам расскажет, как они все это делали, какие-то подробности, то, ну, То наверное... есть ты их можешь уже только просто продублировать, как бы, после этого, да? Да. Дальше ты сказала, что, опять же, в интервью «Дождя», что тебя нарядили, да, в костюм Джилл, там, не знаю, там... Кстати, это были шорты, те вот самые юбка, которые вот в предзаказе, либо это были длинные штаны с джинсами, то есть тот костюм, в котором бегает сейчас Джилл в демо-версии, и попросили тебя попозировать с ружьем. Я так понимаю, с дробовиком, скорее всего. Вот. Ну, меня... Нет, ты, наверное, неправильно понял. Меня не просили переодеваться. Я была в чем была. Я была в своей одежде. А, в своей одежде ты была, я понял. И тебе дали ружье и попросили позировать. А, кстати, ты сказала, что фанаты привыкли видеть ее в юбке, и, мол, якобы юбки это не будет, а будет что-то типа шорт. То, что у нас на картинке показано за предзаказ, как бы похоже на юбку, это не совсем юбка, это какая-то шорты юбки, что ли? Я просто в одежде не разбираюсь. Какие-то шорты очень широкие. Вот есть недовольные, которые, да нафига эти шорты, да в юбке было лучше. И типа, да какая вообще разница и логика у всего происходящего, просто юбка. Мальчикам нравится юбка. Были ли в тот день кто-то еще из тех, кто давал свою внешность? Ну, со мной, по крайней мере, в одном помещении. А как вообще в общении, не знаю, блин, по именам вряд ли ты их помнишь, да, там, арт-директоров, дизайнеров, продюсеров и так далее. Те, кто с тобой работали непосредственно, как вот вообще они на общение? Они с переводчиком общались, либо сами на английском разговаривали? Был переводчик. Многое, что я у переводчика спрашивала, он мне говорил, что нельзя говорить. Возможно, специально подобрали, ну, не то, что специально, но команда была, либо они правда не говорили по-английски. Ну, а как они были такие приветливые, на улыбки, Они веселые. очень приветливые, я прям влюбилась, правда, честно, влюбилась в японцев. Это потрясающе, как они работают, как они трепетно относятся вот, ко мне непосредственно вот
к модели, к актеру. Ты же уже видела, как выглядит Карлос Оливейра? Угу. Тебе неизвестно, что это вообще за актер? Нет, у меня спрашивают все, а кто вот там сыграл того-то, а кто сыграл того-то. Я знаю, что мне присылали девочку, которая вот Клэр. С нее Клэр рисовали. Но это не из... Клэр сразу как бы довольно быстро обнаружили, как и Леона, да и Capcom особо не скрывала. Николай тоже уже обнаружился, который... твой враг очень сильный как бы в игре. Вот тоже, да, мир сошел с ума. Значит, американку играет русская, а русскую играет американец. Потому что Николай, он все-таки актер из Америки. Довольно так неплохо выглядит. Причем очень получается, вот его прямо вот даже прическу мы не меняли, как я понял. Вот как есть его сделали, просто вот без всяких изменений, потому что когда показали мне его фотку в Инстаграме, как бы, да, я прям аж удивился, вот прям вот один в один. Но, видимо, им понравилась его прическа, а что ее поменяем, пусть остается как есть. Очень всем интересно, кто такой Карлос. Почему? Потому что очень сильно ему внешность изменили. Потому что если с Джилл там более-менее... Я смотрела в канонической, да, вот версии, там он вообще не был похож на... То, что сейчас. Да. Вот, потому что с Джилл там как бы, ну, примерно все от и до, просто более ремейк детализировано, да, то с Карлосом прям даже за предзаказ ему дают внешность приближенную к оригиналу. Даже с этой внешностью он не похож на целого, ну, на Карлоса, то есть он похож на какого-то, не знаю, куклу Барби с этой прической. Даже еще хуже, чем в оригинале получается. Как тебе вообще вот на внешность вот именно такой вот Карлос? Мохнатый, ну, с такой зерошенной, как бы. Испытываешь ты к нему такую симпатию, не то, что там любовь, а вот именно вот, ну, просто вот симпатичен он тебе как мужчина. Ну, конкретно мне, ну, с первого взгляда нет. Ну, просто у меня, если как вот герою судить, у меня нет такого предвзятого отношения, как вот у всех поклонников игры. Поэтому я всех воспринимаю. Я же не играла, ну, в предыдущие... Ну, поэтому и вопрос не с точки зрения как героя, а вот просто как мужчине, внешность вот, визуально. Ну, немножечко вот этого вот всего много, если честно. А Николай? Не задумывалась просто? Ну, так вот, просто визуально. Симпатичен ли тебе кто-то из персонажей из Resident Evil, именно из мужского? Или Михаил, такой старичок, который за тебя жизнь отдаст? Ну, Михаил приятный старичок такой. Они взяли твое портфолио, заключили там договор, не знаю, с твоим агентством или с тобой, не знаю, с кем там, контракт. Были ли, например, разговоры, там, что, возможно, когда-нибудь они еще воспользуются твоими услугами? Ну, мне такого не говорили. Угу. Возможно, это там по пути с моими менеджерами, агентами оговаривалось. Обсуждать тебе нет, да? Жалко, что я не знаю точного ответа на этот вопрос, потому что меня это побудило бы просто на колоссальную мысль. Дело в том, что многие из фанатов предполагают, что, возможно, будет ремейк первой части. Хотя уже был ремейк в 2002, но поскольку он очень давно делался, чуть ли тоже не 20 лет назад, а через 2 года будет как 20 лет назад, то многие фанаты хотят именно ремейк на том же самом движке, в той же самой графике, как ремейк третьей части. Будем надеяться, что Capcom захочет сотрудничества, опять-таки. Ну, я думаю, тут, наверное, уже все будет влиять от того, насколько хорошо продастся ремейк третьей части. До того, как ты подтвердила в Инстаграме о том, что ты подарила внешность Джилл Валентайн, в интернете, само собой, сразу после трейлера начались догадки, поиски, да, что за актриса играет. И большинство фанатов прям вот думали, что протеже для Джилл Валентайн стала Мила Йовович. Были очень схожие очертания лица. Как давно вообще тебе говорили о том, что ты на нее похожа? То есть, когда это началось? До съемок в школьные времена, я не знаю, то есть... Времена, когда стала моделью. Когда стала моделью. А от кого это вот пошло именно? Со стороны работы, что вот якобы есть очертания Милы Йовович? Или там вот в школе ты учишься, подруга, вот я 5 элемент посмотрел, ты на нее похож, допустим. Ну, я помню только с работы, я не помню, что мне в школе говорили. Но потом мне начали говорить какие-то знакомые, ну, сейчас все мои знакомые, в принципе, в модельной сфере, поэтому, ну, не знаю, сравниваю, да. С 15 лет. Читала ли ты мнение про свою внешность до того, как ты огласила, что ты это ты? Да, я читала. Там, по-моему, девочку какую-то
ну, обсуждали, что... Думал, якобы это она дала роль. Да, что она Да, я подарила. помню, мне тоже скидывали в личку, типа, посмотри, вот нашли, короче, Джилл Валентайн. Читала ли ты критику, когда, например, многие фанаты сравнивали, типа, мол, а почему не Джулия Вот? Были ли моменты, где тебе было, может быть, неприятно? Были ли ярые хейтеры, которые вот прям вот идолопоклонники Джулии Вот, а я знаю таких, вот, которые прям приходили тебе нагадить, потому что они до конца верны Джулии Вот. Ну, ты спрашиваешь конкретно до того момента, как я сама прокомментировала эту Да, новость? да, до того Ну, момента. я смотрела, ну вот до момента, когда я сама огласила это все, я натыкалась только на комментарии, типа, зачем они взяли Милу Йовович, зачем они срисовали с Милой Йовович, такого плана. Вот. А потом, когда я уже подтвердила и начали вот комментировать уже конкретно меня, ну да, там разные были комментарии, ну мало конструктива было, кто-то говорил, что да, она не похожа. Вот сейчас я плохих не вижу. Ну, я вижу только вот реально, ну, может, потому что я меньше стала смотреть всякие там форумы и всякое такое, но по первости, когда разлетелась эта новость, у меня вообще много всяких комментариев было там в Инстаграме, и были какие-то супер неконструктивные, еще раз повторюсь, вот, которые просто ты страшная, ну типа и все, и Нормально, точка. да? Ты страшная, вердикт. Было там то, что кто-то писал, ты не Джилл, ты Элис, и типа не надо там что-то использовать имя Джилл в своих интересах, якобы что-то такое. Я не Ну, очень это поняла. прям уже такие ярые фанатики. Почему я тебе, кстати, Ну, объясню да. такую реакцию? Потому что фильм по Resident Evil для фанатов с треском провалился. В целом, как фильм, он довольно интересный, куча спецэффектов, особенно первые две части. Но для нас, фанатов, мы смотрим на этот фильм как на жалкую пародию фильма. Соответственно, все актеры, которые там играли, кроме Милы Йовович, тоже для нас жалкая пародия. Мила Йовович, только потому к ней снисходительно относится, потому что, все знают, что она хорошая актриса, она симпатичная. В принципе, неплохо отыграла первую и вторую часть фильма. Вот. Ну, а все остальное, то, что показали в остальных частях фильма Resident Evil, мы просто, плюемся, как вот бабульки, сидя на лавочке, при виде какого-нибудь панка мимо проходящего, то есть понимать надо. Поэтому некоторых прям это трогает, мол, якобы зачем они взяли внешность Милы Йовович, ведь она сыграла в таком зашкварном фильме, и теперь они хотят этот зашквар перенести в классику Resident Evil, то есть то, откуда все начиналось, как бы. Кстати, как ты смотришь по поводу того, чтобы попробовать себя в виде актрисы? Ну, блин, это, мне кажется, круто. Ну, Такой в смысле, опыт. это не то, что я вот так это смогу сделать, это безумно, мне кажется, тяжело, но, блин, если мне предложат, я просто... Ты бы не отказалась бы попробовать себя как актриса? Нет, это ж прекрасно. Пробовать себя. А вдруг я вот всю жизнь жила и не знала, что... А мне внутри в такие тебе зашит талант просто потрясающей актрисы. Это вот к разговору о том, что как вот найти свое предназначение и чем ты хочешь в жизни заниматься. А вот, я вот не знала, что вот есть вот этот вот весь мир. Знала где-то далеко, геймерский. Взяла, попробовала, подарила внешность главной героини, вот Resident Evil. Сейчас со мной какие-то такие вещи творятся, что вот одно интервью, второе интервью. Это так все увлекательно и на радио, и на телевизоре, и вот YouTube-канал. Когда бы я еще взяли бы у меня интервью, и я вот так вот сидела. Вот как тебе вообще Джулия Вот? Я понимаю, что и солидарность сейчас, возможно, скажешь, там симпатичная и так далее, но вообще вот в целом, раз она модель, и ты модель, знаешь, у тебя, может быть, есть какой-то профессиональный взгляд на тоже модель другую? То есть, как, твой взгляд? Я, насколько знаю, она была моделью, но сейчас, по-моему, она актриса. Но она актриса и модель, да. Я не слежу за ее творчеством, за ее деятельностью. Я сильно тоже не следила, но я заходила, проверяла, там, мне было интересно, я там читала про нее что-то. Тебе не кажется, что у нее очертания лица очень такие тюркские, восточные, такое, что-то у нее не очень-то европейское,
Ну, не прям восточная, но у нее интересная внешность. Вот, допустим, если про меня говорить, я более классическая, а у нее что-то такое более интересное, там, то есть глаза большие, форма носа, овал лица даже у нее. Что значит классическая красота? Классическая внешность, вот как раз, это понятие, наверное, больше из моделинга, типа коммерческая внешность, то есть продаваемая, которая, я не знаю, как я это понимаю, что... Куда ни вставь, везде купят? Типа так, что ли? Типа да. А есть типа с особенностями, есть особенностями, которые подходят только под определенный, скажем так, в кавычках, продукт. В общих чертах я удивился, насколько быстро отступили фанаты Джули Вотт. Мне тоже так показалось. Я вот, кстати, хотела с тобой об этом поговорить. То, что писали какие-то комментарии в духе: да я сразу поменяю внешность, если это будет доступно, да я в тебя даже играть не хочу, да это вообще ужас. И как бы все равно изначально преобладающее там количество фанатов писали, что им нравится. Но все равно процент, кому не нравится, был больше. Сейчас вообще, именно на мою страницу. Понятно, что это моя страница, там, наверное, не каждый сможет писать грязь. Но до этого были такие. То сейчас, вообще, 0% того, что мне все пишут слова благодарности. То есть там, настолько, приятно это очень. И мне почему-то показалось, что это случилось одномоментно. Вот, если честно, у меня русских очень мало сейчас, в Инстаграме, допустим. И, письма мне пишут. У меня русских крайне мало. А которые были русские, как раз... большая часть негативных отзывов от русских была. И вот мне, наверное, это было обидно. Ты его спрашивал, какие тебе комментарии обидны. Мне были обидны комментарии именно русских. Ты знаешь, я тебе так скажу, на самом деле много кто из русских смотрит твой Инстаграм. Исходя из того, что сколько приходит мне репостов с твоего Инстаграма в личку ВКонтакте от подписчиков, как минимум человек 500 только, которых от моего канала серфит твой Инстаграм. Просто, скорее всего, они не проявляют активность. Не проявляют активность, они, не знаю. Я надеюсь, что просто... Чего они молчат? Да, вопрос. Почему вы молчите? Ребят, в Инстаграме показывайте свою активность. Не то, что там показываете там в Инстаграме, нет, но просто реально хочется знать, что все-таки как-то твои соотечественники как-то В большинстве случаев рады за то, что ты есть ты. Серьезно тебе говорю, за то, что ты дала внешность. Может быть, у нас не так искренне люди в открытую, как, например, в Европе там или на Западе. Они не скрывают своих... Я надеюсь, что только из-за этого, да. Потому что сейчас у меня только Мексика и Бразилия преобладают. Но вообще пишут со всего мира. Я просто в шоке. А, кстати, после того, как ты узнала, что ты Джилл Валентайн, у тебя прям появился целенаправленный интерес узнать, кто такая Джилл Валентайн? Вот прям именно получше раскрыть того человека, вымышленного персонажа, которому ты дала внешность. Я почитала про игру, я почитала про части, поверхностно. А уже непосредственно прям углубиться в это я решила, когда я поняла, что насколько это вообще фундаментально все, насколько это все интересно и какая база поклонников у всего этого. И именно разобраться я решила уже тогда, когда это все начало всплывать. Были ли попытаться поиграть в какую-либо из частей, либо посмотреть видеопрохождение? Прохождение, может быть, каких-то стримов или видеоролики с прохождением? Не смотрела. А планируешь ли посмотреть или поиграть прохождение Resident Evil 3 именно ремейка? Я вообще планировала приобрести себе и консоль, наверное, придется приобретать. Хотела на консоли поиграть. Вообще, мне кажется, что это позор, если я не буду в это играть, не попробую. Мне кажется, меня все поклонники, в принципе, сразу захейтят. Учитывая того, что некоторые тебя хейтили за то, что а чё ж она до съемок не подготовилась и не получила, кто такая Джилл Валентайн, они, оказывается, не знали о том, что это было все настолько засекречено, что только аж спустя 2,5 года ты узнала, что ты стала Джилл Валентайн. Так что... Спасибо тебе, что ты это огласишь, потому что меня всегда поражает, как люди любят оценивать то, что они до конца в чем не разобрались тоже. И мне кажется, всегда нужно давать
человеку, ну, не то что послабление, а как-то входить в положение человека. На Love Radio тебе задали вопрос, не боишься ли ты, что внешность, ну, которую ты дала для Джилл, это будет пик твоей карьеры. Ты ответила, что нет, не боишься. Вопрос. Скажи, есть ли у тебя какие-то планы на будущее, ну, относительно, ну, самой карьеры, может быть, не только карьеры. Я сейчас не про семью, а может быть, какие-то мечты, кем ты себя видишь, или кем хочешь стать, или что хочешь достичь? Про карьеру, да? Ну, у меня есть какие-то определенные планы. Я пытаюсь отходить сейчас от модельного бизнеса, потому что это все не вечно, я это всегда понимала. Я еще не захотела работать по профессии, по диплому, и меня все-таки привлекает больше творческая Сфера. Да. Я сейчас продюсирую фото- и видеосъемки, пытаюсь себя как-то вот в этом попробовать, найти, пока мне нравится. Я много пробовала, я и фотографировала, я и визажистом пыталась быть, вот, и ну вот, пока вот сейчас мне вот это нравится, продюсирование. Я тебе желаю развивать и дальше эти способности, потому что это не самые плохие, и, может быть, надеюсь и пожелаю даже в будущем внести какой-то вклад. Хочу пожелать тебе успехов, чтобы у тебя, во-первых, это и реализовалось, и в будущем, может быть, ты найдешь себя именно в этой сфере, не знаю, там, в какой именно конкретной сфере, но именно в должности продюсера, так, что тебе захочется этим заниматься всю твою жизнь и будет доставлять удовольствие. Ну, иногда будешь поигрывать Resident Evil, или хотя бы посмотреть. На этом я хочу попрощаться со зрителями, пожелать всем скоро будущей приятной игры. Скоро релиз Resident Evil 3. Спасибо огромное Александре за то, что она дала интервью, поделилась очень интересной информацией, как я считаю. Также у меня огромная просьба. Знаешь, да, эту фразу? Мне надо это прям с актерскими моими способностями. Так серьезный взгляд такой на меня, как будто я тварь конченая, последняя, короче. Окей.